Всем привет! С вами Регина Кутимская, и вы на канале Вегмир. Сегодня я предлагаю приготовить необычный рецепт ароматного масла. Мы сделаем зеленое масло из петрушки и укропа своими руками. Это отличная заправка для салатов и теплых блюд. Такое домашнее масло придает очень интересный оттенок вкусу блюда, в которое его добавляют. Кстати, травы для приготовления зеленого соуса можно выбрать абсолютно любые. Например, взять за основу зеленый лук, базилик или кинзу, что вам больше нравится. Мой рецепт масла из зелени обладает максимальной пользой. Дело в том, что мы не будем его вываривать, как это делают обычно в кафе и ресторанах. Да, зеленое масло часто используют в заведениях для красивой подачи блюд. И после варки оно приобретает особую гладкую и однородную консистенцию, а также хранится достаточно долго, но на этом плюсы заканчиваются. Самое главное, польза продукта в общепите отодвигается на задний план. Нам же, любителям здорового питания, важно помнить, что свежая зелень после термообработки не только теряет большую часть витаминов, микроэлементов, крайне полезного хлорофилла, но и становится вредным продуктом для здоровья человека. В свежих листьях при повышенной температуре образуются неорганические соли, те самые, которые любят откладываться в суставах, внутренних тканях и органах, а затем из них формируются песок и камни. Сейчас я не буду развивать эту тему, подробнее расскажу в отдельном видео. Когда видео будет опубликовано, ссылка появится в подсказках. Главное, запомните, что термически обработанная зелень – это вредно. Поэтому, если вы хотите получить не только вкусную и необычную заправку для блюд, но и максимально полезный продукт, то используйте мой ПП-рецепт. В нем, во-первых, сохраняется большая часть витаминов, а во-вторых, благодаря сочетанию ингредиентов, организм усваивает их в более полном объеме. Ставьте лайк и переходим к рецепту. Рецепт зеленого масла включает следующие ингредиенты. Свежая петрушка 100 грамм, свежий укроп 30 грамм, сыродавленное растительное масло 30 мл. У свежей зелени нужно отрезать столбики. Их мы использовать не будем, так как они содержат много влаги, и масло из-за этого в итоге получится слишком жидким. Промываем листья зелени, даем стечь в воде. Можно выложить их на полотенце, чтобы листочки быстрее просушились. Далее я воспользуюсь своей шнековой соковыжималкой, и это будет очень удобно, так как она максимально эффективно отделяет сок зелени от жмыха. Жмем до последней капли. По объему получается немного, но этого будет достаточно. Если у вас нет подобной соковыжималки, но есть, например, блендер, то можно воспользоваться им. Для этого нужно будет смешать всю зелень, масло. Взбивайте смесь в течение 1 минуты на максимальной скорости. Если блендер слабый, то минуты не хватит, взбивайте дольше. Далее полученную массу нужно будет процедить через марлю и мелкое сито, чтобы получилась однородная жидкость без кусочков зелени. Далее я вижу, что у меня получилось 35 мл сока из петрушки и укропа. Добавляю 30 мл сыродавленного масла. Перемешиваю сначала лопаткой, затем венчиком. В итоге масло должно получиться максимально однородным, гладким и густым. Теперь можно перелить его в удобную бутылочку и хранить в холодильнике до 5 суток. Такого небольшого количества вполне будет достаточно для добавления в салаты или теплые блюда. Оно такое глянцевое, выглядит очень красиво и аппетитно. Мне, например, очень сильно нравится сочетание с тыквенным крем-супом. Его рецептом я поделюсь в следующем видео. Если вы планируете пригласить гостей на обед или ужин, очень рекомендую вам подавать блюдо с зеленым маслом. Такая оригинальная подача обязательно приятно удивит ваших друзей и близких. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал с новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!